Вы будете просто в шоке, когда узнаете, какие в мире существуют удивительные внедорожники. Сегодня я расскажу вам о самых настоящих монстрах, которые используют профессионалы для работы. Вы узнаете про автомобиль, у которого 8 ведущих колес, про квадроцикл, который трансформируется, а также про самые мощные и дорогие внедорожники в мире. Будет интересно, обещаю. Представьте себе машину, которая не боится ни снега, ни грязи, ни воды, ни болота. Она способна уверенно двигаться там, где любой другой внедорожник моментально увязнет. Что же это за чудо такое? Шерп — один из самых удивительных вездеходов в мире, разработанный российским инженером Алексеем Гарагашьяном. Он буквально непотопляемый. Да-да, этот автомобиль способен плавать. И главное, он может буквально все: пересекать замерзшие озера, взбираться на скользкие склоны и преодолевать топи, в которых гибнут даже самые подготовленные автомобили. Но почему он такой проходимый? Главная фишка Шерп — огромные колеса, в которых довольно низкое давление. Зачем они? Ведь обычно в шины закачивают много воздуха для лучшего сцепления. На это есть несколько причин. К примеру, они служат амортизаторами, помогая машине преодолевать любые преграды. Помимо этого, они удерживают ее на плаву, работая как понтоны, а еще позволяют Шерп разворачиваться практически на месте, как настоящий танк. Ему не страшны ни ямы, ни броды, ни ледяные ухабы. Даже если одно колесо пробито, Шерп не остановится. Звучит так, будто это ультимативное решение для покатушек где-то в лесу, вдали от нормальных дорог. И это действительно так. Этот вездеход настолько универсален, что его используют в самых экстремальных условиях. Он уже стал незаменимым помощником исследователей Арктики, спасательных служб и даже крупных нефтяных компаний, которым приходится работать в труднодоступных районах. Более того, даже Илон Маск заинтересовался Шерп и использует его в проектах SpaceX. А это уже о многом говорит. Лично я вообще был очень сильно удивлен этому факту. Но что там по техничке? Двигатель у Шерп, конечно, не супер мощный, всего 44 лошадиные силы. Это меньше, чем у обычного легкового автомобиля, но в нем все же главное не скорость. Разгоняется он максимум до 25 миль в час по суше и около 4 миль в час по воде. Казалось бы, совсем немного, но зато Шерп может проехать тысячи миль по местности, где любой другой транспорт бессилен. Внутри все предельно просто и аскетично. Никаких роскошных панелей, сенсорных дисплеев или кожаных сидений. Только самое необходимое: прочная приборная панель, минимум электроники, обогреватель и вместительный отсек для груза. В зависимости от комплектации он может перевозить до тонны полезного груза или даже быть оборудован спальными местами. И как мне кажется, если вы хотите действительно проходимый автомобиль, то так и должно быть. Шерп не игрушка, а настоящий спаситель в экстремальных условиях. Его используют военные, охотники, исследователи, а также службы экстренного реагирования. Например, этот вездеход применяли при ликвидации последствий наводнений, когда нужно было эвакуировать людей из затопленных районов. Он буквально едет по воде, как лодка, и может добраться туда, куда не пройдет ни один катер или вертолет. Так что не стоит думать, что этот автомобиль вам пригодится для обычной езды на рыбалку. Да и стоит он весьма много. Когда я узнал про цену, я был немного в шоке. Хотя чего удивляться, если автомобиль настолько удивительный. Если вы вдруг захотите приобрести базовую модель, готовьте около 150 тысяч долларов. За полностью укомплектованный вариант придется выложить до 200 тысяч. Да, это дорого, но, как мне кажется, оно того точно стоит. Куплю ли я себе такой? Нет, конечно, в городе такая машина не нужна. Кстати, еще один интересный факт. В 2021 Шерп даже появился в Голливуде. Его можно увидеть в фильме Six Underground с Райаном Рейнольдсом. Так что даже в кинематографе сполна оценили удивительный внешний вид и проходимость. А вы бы взяли себе его для путешествия? А что вы чувствуете, когда слышите название марки автомобиля Lamborghini? Лично у меня в голове сразу всплывают образы спорткаров, которые будто попали к нам из будущего. Эти линии, формы и огромная мощность просто поражают. Но знали ли вы, что эта знаменитая компания также выпустила свой внедорожник? Нет, я сейчас не про Urus, а про совершенно иной автомобиль. Знакомьтесь, это Lamborghini LM002. Автомобиль, который разорвал все представления о том, каким должен быть внедорожник. И его история начинается в 80-х годах, когда Lamborghini решила выйти на совершенно новый рынок. Изначально компания разрабатывала внедорожник для армии США, но военный контракт так и не состоялся. И вместо того, чтобы забросить проект, инженеры решили сделать нечто эксклюзивное. Супер внедорожник для богачей, которые хотят роскошь, но при этом готовы рвануть по пустынным дюнам на скорости, от которой захватывает дух. И вот появляется LM002. В его сердце огромный 12-цилиндровый двигатель от Lamborghini Countach. Да-да, от того самого легендарного спорткара. 450 лошадиных сил во внедорожнике — это же шок. Вспоминаются те жалкие 40 лошадок из Шерпы, и что-то грустно становится. Но и это не предел, ведь для самых отчаянных предлагался еще более безумный вариант, еще более
мощный мотор от гоночного катера. И надо сказать, с таким двигателем он не просто двигался по дороге, а разрывал пространство вокруг себя. Но у такой мощи была цена. LM002 буквально пил бензин ведрами. На 60 миль уходило более 30 литров топлива, поэтому инженеры влепили ему огромный топливный бак, чтобы хоть как-то компенсировать его ненасытность. Наверное, сейчас в стороне над этим расходом смеются владельцы Land Cruiser, но не будем о грустном. Но что действительно делало этот автомобиль уникальным, так это его внешний вид. Огромный, угловатый, словно вышедший из какого-то постапокалиптического фильма. Широкие крылья, мощные колеса с специальными шинами Pirelli, разработанными только для этой модели, и внушительная решетка радиатора. А внутри все, как и полагается Lamborghini. Дорогая кожа, натуральное дерево, премиальный комфорт. Лично меня очень привлекает его внешний вид. Люблю я простоту и роскошь в одном лице. Думаю, многие меня поддержат, ведь этот внедорожник мгновенно стал автомобилем для избранных. Его покупали арабские шейхи, звезды Голливуда, и даже Дональд Трамп когда-то владел LM002. Но больше всего этот монстр полюбился участникам экстремальных ралли. Его бросали в песчаные бури, на сложные трассы и каменистые подъемы. И он выдерживал все. Правда, управлять таким гигантом было нелегко. Вес больше 3 тонн, габариты, как у небольшого грузовика, а резкий двигатель требовал от водителя настоящего мастерства. Правда, хоть им и интересовалась мировая элита, простые обыватели себе такое чудо не покупали. LM002 настолько опередил свое время, что стал живой легендой. Всего Lamborghini выпустила 328 экземпляров, и сегодня этот внедорожник — коллекционная редкость. Его цена на аукционах переваливает за $500 000, так что каждый его владелец смог неплохо так заработать просто из-за того, что этот автомобиль у них в гараже. Я вот стал задумываться, а где больше всего производят действительно крутых вездеходов. Я открыл список и увидел, что реально хорошие внедорожники чаще всего производят в России. Как мне кажется, это вполне естественно, ведь в этой стране довольно много плохих сельских дорог, и довольно часто их и вовсе нет. Но к чему я все это вам рассказываю? А тут все дело в следующем автомобиле. Авторос Shaman 8х8 — огромный не просто внедорожник, а по сути целый вездеход. Когда смотришь на него, первое, что бросается в глаза, это огромные габариты. Этот внедорожный монстр похож на смесь бронетранспортера и лунохода. Его длина больше 20 футов, а ширина почти 10. Он занимает на дороге столько же места, сколько небольшой грузовик. Но самое впечатляющее — его 8 колес. И каждая из них просто огромная. Лично мне он очень сильно нравится и напоминает какие-то машины из будущего. Этот вездеход может двигаться крабовым ходом, поворачивая все колеса в одну сторону. Он может разворачиваться почти на месте, несмотря на свои размеры. Но главное, он не застрянет нигде. Болото, он просто проплывет по ним. Глубокий снег, легко проедет, словно каток по льду. Даже реки для него не преграда, потому что колеса работают как лопасти, а корпус герметичен и не тонет. Под капотом у него стоит турбодизельный двигатель Iveco на 146 лошадиных сил. Вроде бы немного, но здесь главное — крутящий момент. Вся эта мощь раздается на 8 ведущих колес. Да-да, вы не ослышались. У этой махины полный привод на все 8 колес. Скорость? Да кому она нужна на таком монстре? Максимально он разгоняется до 40 миль в час по суше и до 7 по воде. Это не гоночный болид, и он не создан для асфальта. Пора бы это уже признать, его стихия — болото. Но знаете, что меня больше всего в нем удивляет? Некоторые конструкционные особенности. Открываешь дверь, и внутри тебя встречает целый командный пункт. Водительское место находится прямо по центру, что крайне непривычно после обычных гражданских автомобилей. А вокруг панель управления, рычаги, куча кнопок. Все, чтобы контролировать эту махину в самых сложных условиях. А для пассажиров комфортабельные кресла, куча пространства и даже возможность установить спальные места и кухню. Да, в этом вездеходе можно не просто ездить, а жить. И тут у многих может возникнуть резонный вопрос. Зачем кому-то такая машина? Ну, во-первых, спасатели и геологи без нее просто не могут работать. Этот монстр доставит людей туда, где даже вертолет не сможет сесть. Во-вторых, он идеально подходит для арктических экспедиций. А в-третьих, он просто шикарный. Представьте, что вы отправляетесь в путешествие по самой дикой местности, где нет дорог, но есть приключения. Вы едете по заснеженной тундре, пересекаете реки, карабкаетесь по каменистым холмам, и вам все равно, что впереди. Это же то самое чувство свободы, о котором многие мечтают. И ни одна легковая машина не сможет дать тех ощущений, что и этот монстр. Но надо отдать должное, такая мощь стоит недешево.
Базовая версия Авторос Шаман 8/8 обойдется примерно в $150 тысяч, а если добавить разные опции, цена легко перевалит за 200, а то и 300 тысяч. Да, это дорого. Но за эти деньги ты получаешь машину, которая делает невозможное возможным. И если бы я был каким-то шейхом, то, думаю, присмотрелся бы к покупке этого удивительного аппарата. Представляю, как смог бы путешествовать где-то на Камчатке прямо к вулканам. Эх, было бы круто. Но что, если вам не нужен настолько огромный автомобиль, а нужно что-то миниатюрное и такое же проходимое? Например, если вы живете где-то за городом, рядом с вами лес, а чтобы добраться до вашего уютного дома, нужно преодолеть реки и озера. Тут не поможет даже огромная махина, ведь она просто не проедет через деревья. Для таких случаев люди тоже придумали нечто удивительное. Лично я был в шоке, когда узнал про Gibbs Quadski. Дело в том, что это гибрид квадроцикла и гидроцикла. Да-да, вы не ослышались. Именно квадроцикла и гидроцикла. Он может ехать до 45 миль в час как по суше, так и по воде. А ведь все благодаря тому, что за считанные секунды его колеса складываются, и машина превращается в настоящий водный транспорт. Как это возможно? В основе технологии лежит уникальная система. Когда Quadski заезжает в воду, специальный механизм поднимает колеса, уменьшая сопротивление и давая возможность машине продолжать движение, но уже по воде. Двигатель мощностью 140 лошадиных сил, который устанавливается в Quadski, работает как на суше, так и в воде, приводя в движение как колеса, так и водометный двигатель. Как я уже говорил, этот автомобиль идеально подходит для любителей активного отдыха и экстремальных условий. Если я себе куплю дом где-то далеко от цивилизации, то обязательно присмотрюсь к нему. По суше он уверенно преодолевает любые препятствия, а по воде превращается в полноценный гидроцикл, который может двигаться с той же скоростью. Это же просто нечто. Кстати, его используют не только для отдыха. В военных и спасательных операциях Quadski стал настоящей находкой. Его возможности позволяют быстро добраться до места происшествия и действовать на воде, не теряя времени на смену транспорта. Правда, лично для меня есть небольшое «но». Дело в том, что цена такого чуда инженерной мысли порядка $40 тысяч на старте производства. Хотя на вторичном рынке иногда можно найти его за $100 тысяч. Это, конечно, не дешево, но за такие технологии и возможности цена выглядит вполне оправданной. А как вы думаете? Пишите свои мысли в комментарии. Кстати, вы же наверняка слышали про удивительный, огромный и очень мощный Ford F-150. Это сам по себе очень крутой и мощный внедорожник. Но знаете ли вы, какие крутые проекты делают на его базе? Я вот услышал тут про одно очень крутое тюнинг-ателье, которое сотворило просто невозможное. Так вот, речь идет про Hennessy Velociraptor 6х6. Это сумасшедшая машина, которая сочетает в себе невероятную мощь, агрессивный стиль и фантастические возможности. Чем он удивителен? Дело в том, что инженеры добавили еще пару колес, превратив внедорожник в гибрид танка и спортивного автомобиля. Он оснащен двигателем мощностью 600 лошадиных сил, который обеспечивает потрясающую динамику. Несмотря на такие габариты и массу, автомобиль не теряет в маневренности, а наоборот кажется еще более стабильным и уверенным на любых поверхностях. Но если этого покажется мало, можно приобрести версию с двигателем мощностью более 700 лошадиных сил. В чем еще его особенность? К примеру, уникальная пневматическая подвеска, которая была установлена для улучшения проходимости. Она позволяет этому монстру легко преодолевать песчаные дюны, каменистые дороги и болота без каких-либо проблем. А еще у него есть все необходимое для экстремальных приключений, включая продвинутую систему полного привода, улучшенные амортизаторы и огромные колеса, которые позволяют буквально перелетать через препятствия. Но когда речь заходит о дизайне, можно сказать, что этот внедорожник вызывает восторг. Лично мне очень нравится его база, ведь Ford сделали потрясающий и стильный автомобиль. А вот дополнительные колеса делают машину настолько внушительной, что она практически выглядит как боевой грузовик. И самое главное, что при этом он не теряет в проходимости. Кстати, о комфорте тут тоже подумали. Несмотря на агрессивный внешний вид, салон оснащен всем необходимым для комфорта водителя и пассажиров. Кожаные сиденья, передовые мультимедийные системы, а также улучшенные элементы безопасности делают поездки приятными и безопасными, несмотря на то, что автомобиль может проехать по самым экстремальным маршрутам. Правда, есть у этого авто небольшой недочет, и он заключается в весьма большой стоимости. Цена за стандартную модель начинается от $350 тысяч, и это без учета всех дополнительных модификаций и улучшений, которые можно добавить по желанию владельца. Но, как мне кажется, оно того точно стоит. Ведь что может быть лучше, чем автомобиль, который можно использовать как в городе, так и на трассе и в пересеченной местности? А что вы думаете насчет этого проекта?
И это далеко не все интересные автомобили. Вот, взгляните, например, на Land Rover Defender. Это культовый внедорожник, который зарекомендовал себя как непобедимый в условиях экстремального бездорожья. Однако есть модель Defender 130. И это не просто еще один Defender. Этот автомобиль был создан с целью предложить больше пространства и комфорта, сохраняя при этом все фирменные внедорожные качества. С увеличенной длиной Defender 130 способен перевозить больше пассажиров и груза, что делает его идеальным для семейных путешествий по диким местам. И эта машина по-прежнему остается верна своей репутации внедорожника с мощным двигателем, системой полного привода и непревзойденной проходимостью. А чего только стоит Mercedes-Benz G-Class или просто G-Wagon. Это икона внедорожников, которая сочетает в себе роскошь и потрясающие внедорожные качества. С момента своего выпуска в 1979 эта модель зарекомендовала себя как настоящий танк на колесах. Она не боится сложных маршрутов и абсолютно спокойно преодолевает любые препятствия, включая болота, горные дороги и песчаные дюны. В последние годы G-Class обновился не только внешне, но и в плане технологичности. В нем появились современные мультимедийные системы, высококачественные материалы отделки, а также новейшие системы помощи водителю. Идеальный баланс между премиум-классом и бескомпромиссной проходимостью. Еще есть Hummer EV, и он крайне интересен тем, что это первый полностью электрический внедорожник от легендарной марки. Hummer, кстати, славится своими неуязвимыми автомобилями. Hummer EV не только обладает мощным электрическим двигателем, но и оснащен высокотехнологичной системой полного привода, которая позволяет с легкостью преодолевать самые труднопроходимые маршруты. Впечатляющие размеры, огромная мощность и передовые функции делают машину идеальным выбором для тех, кто ищет машину, способную покорить не только дороги, но и дикое необжитое пространство. Ну и последний на сегодня внедорожник, к которому точно стоит приглядеться. Ford Bronco. Он вернулся на рынок в 2021 с обновленной моделью, которая сочетает в себе классические черты и современные технологии. Этот внедорожник был создан, чтобы конкурировать с такими гигантами, как Jeep Wrangler и Toyota 4Runner. Он отличается мощной подвеской и просторным, комфортным интерьером. Ford Bronco идеально подходит для экстремальных условий и обладает потрясающей проходимостью, что делает его отличным выбором для тех, кто ищет надежного партнера для путешествий по бездорожью. И если уж вам не нужен настоящий монстр для путешествий по отдаленным местам, мне кажется, эти машины идеально вам подойдут. Ведь все они созданы специально для путешествий за город, на рыбалку или для кемпинга. Как вам все эти удивительные внедорожники? Пишите в комментариях свои мысли. А я еще раз напомню о том, что это далеко не все интересные разработки, о которых я могу вам рассказать. Так что если хотите продолжения, обязательно ставьте лайк и спасибо за просмотр.